Всем добрый день. Сейчас середина октября месяца, и уже потихонечку наступает время, когда надо, конечно же, определять саженцы метельчатых гортензий на зимовку. Дело в том, что в прошлые годы я выставляла саженцы в таких вот 500-миллилитровых горшочках, выставляла в такую траншею, делала и выставляла каждый горшочек и прикрывала 5-литровыми банками. Можно также предварительно положить солому в траншею и затем прикопать, но прикапываем только до края горшка и накрываем 5-литровой бутылкой, заранее проделав отверстие в ней. В прошлом году я просто-напросто, вот как стоят у меня вот эти вот саженцы, прямо в этих же ящиках я и выставляла, и тоже прикапывала в теплице. Черенки все 100%, так сказать, хорошо перезимовали. Было буквально, наверное, 1 или 2 саженца, которые не прошли зимовку, так сказать. Какие же условия обязательно надо выполнять для того, чтобы саженцы хорошо сохранились? Прежде всего, давайте посмотрим. Вот череночек. Это июньское черенкование. Черенковала при помощи зеленых черенков. Но для того, чтобы сохранить их до весны, конечно же, необходимо, чтобы вот этот стебель, вот эти побеги, они должны быть одревесневшими, то есть должны быть плотными и прочными. Посмотрите, даже в этом маленьком саженце полярный медведь, вот эти маленькие, вот этот и вот этот маленькие побеги, они уже не зеленые, они одревеснели. Это видно даже по окраске стебля. Следующее условие, которое должно обязательно выполняться, это же, конечно, состояние корневой системы. Сейчас я вам покажу саженец Фрайс Мельба. Вот такой вот саженец. Саженец очень хороший, такой прочный. Дал хороших 3 побега. И посмотрите, какая отличная у него корневая система. На следующий год этот саженец будет пересаживаться в большую емкость. Поэтому второе условие, это же, конечно, наличие крепкой, разветвленной корневой системы. Ну и, конечно же, третье условие – это внешние условия. Даже при такой достаточно морозной зиме у нас в Беларуси температуры достигают до минус 15, минус 20 градусов по Цельсию. Ну а среднее это около 10 градусов, 10-12 с минусовой отметкой. То при таких условиях череночки сохраняются очень хорошо. Должна вам сказать, что даже для северных регионов России, например, Ленинградская область, а также для Московской области, для Новгородской области, Псковской области, эти череночки хорошо перезимуют, хорошо перенесут зиму. Вот посмотрите, вот этот черенок у меня августовского черенкования. Но растение сейчас очень хорошо пролито, поэтому достать и посмотреть, какая корневая система, я не могу. Тем более снимаю одна, но уже черенок, он тоже одревеснел, стебель у него одревеснел. И даже такой маленький черенок, он благополучно перезимует. При покупке саженцев многие беспокоятся о том, что такие маленькие черенки метельчатых гортензий могут не перезимовать. Не волнуйтесь, хочу вас заранее успокоить и сказать, дать, так сказать, полную гарантию того, что такие череночки благополучно зимуют. И вот здесь у меня тоже череночки Silver Dollar, Фрайс Мельба, Фантом, полярный медведь.
все они перезимуют независимо от своего роста, потому что все равно весной вы эти череночки будете высаживать в открытый грунт, конечно же, и в обязательном порядке вы их должны будете обрезать. Итак, как же я буду, так сказать, эти черенки, куда я их буду ставить на зиму? Итак, в этом году тоже поставлю в теплицу. Теплица у меня неотапливаемая, обычная теплица поликарбонатная. Опять-таки сделаю траншею по ширине ящика. Вот такие ящики. А в той части, где вот имеются вот эти вот боковые дырочки, я прикрою их соломой. То есть сделаю такую подушку, которая будет дышать и одновременно будет сохранять тепло. Ну а сверху я накрывать ничем не буду, потому что, может быть, соломой прикрою, если останется. А так верхняя часть нам не особо важна. Самое главное — это сохранить корневую систему у метельчатой гортензии. Поэтому те, кто занимается черенкованием, те, кого интересуют вопросы черенкования, я рекомендую точно так же сделать. Прикрыть соломой, или же, если кто-то все-таки остерегается, боится, что а вдруг какие-то могут быть нюансы с зимовкой, или установятся очень уж низкие температуры, то я вам советую тогда такой черенок поместить в траншею, прикопать его и укрыть сверху 5-литровой банкой, заранее проделав в ней отверстие, потому что растение, даже когда оно уже в зимней, так сказать, спячке, когда уже наступает период, вегетационный период закончился, все равно растение продолжает дышать, поэтому воздух для него, конечно же, обязателен. Поэтому отверстие делаете в банке, периодически, если есть такая возможность, проверяете, как зимуют ваши череночки. И к весеннему периоду времени такие черенки уже готовы к посадке в открытый грунт. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.